SCP-018. Мяч Супербол. Начало записи. Объект номер SCP-018. Класс объекта Эвклид. Особые условия содержания. Объект следует содержать в металлических оковах внутри герметичного ящика размером 1 кубический метр с толстой синтетической обивкой внутри. Герметичный ящик должен быть погружен в центр резервуара размером 10 кубических метров, заполненного гелем на основе полиэтилена. Если SCP-018 каким-то образом вырвется из ящика, полиэтиленовый гель отнимет у него достаточно кинетической энергии, чтобы команде сдерживания удалось его сдержать. Сотрудникам, посещающим камеру хранения SCP-018, следует надевать защитную спецодежду с замкнутым циклом дыхания, храниться внутри камеры наблюдения за SCP-018 перед погружением в резервуар с полиэтиленовым гелем. Если SCP-018 вырвется из резервуара с гелем, сотрудникам рекомендуется запереться в отдельной комнате, закрыть все двери, задраить люки для максимальной изоляции SCP-018 и ждать прибытия команды сдерживания. Описание. SCP-018 выглядит как мяч Супербол, произведенный компанией WMO в 1969 году. Его диаметр 6 см, цвет красный. Мяч был найден компанией, нанятой провести уборку склада, на котором хранилась продукция WMO. За SCP-018 заметили способность очень высоко прыгать. Поначалу считалось, что это веселая детская игрушка, но потом оказалось, что SCP-018 отскакивает с 200% эффективностью, то есть если SCP-018 сбросить с высоты 1 метр, он подпрыгнет на 2 метра вверх, потом на 4, потом на 8, потом на 16 и так далее. Мяч вскоре превратился в опасный снаряд, развивший скорость выше 100 км в час, нанес повреждения частной собственности и ранил 5 жителей города. Через несколько дней он упал в озеро неподалеку от города. Там остановился и был извлечен сотрудниками фонда. Благодаря скорости объекта и тому факту, что его жертвы не ожидали удара, сочинение и распространение легенды не потребовалось. Документ номер 01804. Сообщение для О5. Надеюсь, у вас все в порядке. Пишу вам потому, что я, кажется, изобрел более эффективный метод сдерживания новых или сбежавших объектов SCP. Да, я понимаю, что попытки исследования причин, по которым эта штука нарушает начало термодинамики, ни к чему не привели, но получился довольно эффективный метод интеграции этого предмета в один из новых комплектов брони SCP-A5. Вот, смотрите, мы вмонтируем этот шар в подошву сапога, вокруг немного механического обвеса и вуаля! В этом костюме можно прыгать через дома. А если человек внутри костюма поднимет на что-то враждебное ногу, скажем так, пинок будет очень увесистый. Я всего лишь прошу разрешения доработать один из имеющихся костюмов SCP-A5, и можно будет захватить, а также несколько других беглых SCP. Доверьтесь мне, разве я вас когда-либо подводил? Подпись доктор. Документ номер 01806. Сообщение для доктора. Доктор. Агент вышел на задание в вашей доработанной броне SCP-A5. Результаты в чем-то хороши, а в чем-то нет. Агенту удалось надеть ошейник на SCP, догнать его в джунглях Амазонки и остановить путем расчленения. Но из-за сбоя этого вашего механического обвеса он взлетел почти на 2 километра, сломал обе ноги, 7 ребер, лишился руки и заработал трещину в черепе, свалившись в озеро. Вам следует это исправить перед тем, как я поставлю вашу броню на вооружение. Документ номер 01811. Сообщение для О5.
Не беспокойтесь, я все исправил, но появились новые идеи. Если мне дадут немного воды из SCP-006, SCP, а также, возможно, SCP, я соберу такой комплект брони SCP-A5 и подготовлю такого агента, который сможет захватить большинство, если не всех беглых или не пойманных SCP. Все, чего я жду, это вашего одобрения. Конец записи.